Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня придется снимать вот эту милоту. Прошло 4 недели и пора менять дизайн. Как видите, за время носки топ немного потемнел. К сожалению, все матовые топы, которые я пробовала, пачкаются. Но это не останавливает моих клиенток. Я очень часто использую именно матовый топ. Как всегда, начинаю со снятия старого материала. Для этого использую твердосплавную фрезу с зеленым маркером. Плавными движениями, без сильного нажатия, спиливаю старый материал. Сначала моя фреза движется от зоны матрикса к свободному краю. Дальше работаю слева направо. Очищаю правую сторону ногтевой пластины, затем меняю захват пальца и убираю остатки материала с другой стороны. На завершение сглаживаю оставшиеся неровности. Скорость вращения моей насадки примерно 35 тысяч оборотов. Снятие делаю на форварде. Моя фреза вращается по часовой стрелке. Этой же фрезой убираю длину сразу на всех 10 пальцах. Теперь пилкой для натуральных ногтей придаю форму свободному краю и сглаживаю остатки базового покрытия. Пушером раскрываю проксимальную складку. Здесь не самая удобная кутикула для мастера. Она достаточно налипшая и ее сложновато приподнять. Здесь главное сильно не давить в зоне матрикса, чтобы не нанести травму. Фрезой пламя с красной насечкой сначала на форварде, затем переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. На форварде моя фреза движется за часовой стрелкой. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. Бафом шлифую поверхность ногтя. Теперь ножницами срезаю кутикулу. Устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади. Завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по 1,5-2 мм делаю срез. С первого раза у меня не вышло все идеально обрезать, так что опять возвращаюсь и повторно прохожусь. Большим алмазным шаром на 5000 оборотах шлифую боковые валики и срез от ножниц. Обезжирив ноготь, наношу базовое покрытие. Использую базу от торговой марки Коди. Первый слой наношу втирающими движениями на всю ногтевую пластину. Сразу же по мокрому ставлю маленькую каплю материала и распределяю ее по ногтю. Переворачиваю ручку, чтобы база разровнялась, и отправляю руку в лампу. После полимеризации перекрываю ногти белым гель-лаком от Nub номер 48. Первый слой наношу сразу на 5 пальцев и отправляю в лампу на просушку. Далее пушером отодвигаю проксимальный валик, чтобы было легче покрыть второй слой. Теперь, когда все ногти перекрыты белым гель-лаком, приступаю к рисунку. Сегодня будет моя любимая флористика. На правой руке дизайн будет располагаться на мизинце, безымянном и среднем. А на левой мы украсим большой палец и мизинец. Рисовать сегодня буду анютины глазки и маленький нарцисс на мизинце. Как всегда, для своего рисунка использую разные гель-лаки, которые только есть в моей палитре. Почти весь рисунок я рисую кистью Рублев номер 1. Для тонких прорисовок использую кисть, которую подстригала под себя. Если интересно, как я это делаю, ссылка на видео вверху.
Когда последняя линия высушена, перекрываю ногти топом без липкости от Nail Apex. Вот такой дизайн у нас сегодня получился. На эту работу я потратила почти 2,5 часа. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!